Приветствую, друзья! Хочу показать вам, как я делал белую кровать с прострочкой и утяжками. Усаживайтесь поудобнее, приятного просмотра. Первым делом распаковываю и собираю ортопедическое основание кровати. В комплекте есть инструкция по сборке, так что с этим справится абсолютно любой человек. Распиливаю 12-мм фанеру для передней и боковых царг. Царги будут стыковаться под углом 45 градусов. Для этого на одной из царг делаю образец. Мне понадобится 4 стыковочных планки. Когда разметил и вырезал одну планку, приступаю к срезанию углов. Углы буду срезать на ленточно-пильном станке. После вырезания деталей все заусенцы убираю наждачкой. Прикручиваю бруски, фиксирую планку стыка 45 градусов на скобы, после на саморезы. На стыке прибиваю ткань для имитации зазора. Нарезаю брус 40 на 50 для изголовья. Брус между собой предварительно фиксирую скобами. Затем просверливаю отверстие сверлом 3 или 3,5 мм и скручиваю саморезами. Саморезы использую черные на 70 или на 90 мм. Наращиваю высоту планкой 20 на 45 мм. Сверху закрываю 12-мм фанерой. Фанеру также креплю на черные саморезы 51 мм. Этим действием решаю сразу два вопроса. Фиксирую брус 20 на 45 и фанеру. Как вы заметили, сначала зинкую, затем просверливаю и прикручиваю. Таким же способом фиксирую фанеру на заднюю часть изголовья. На вырезанную фанеру для царг фиксирую брус 20 на 45. Это придает жесткость царги, и она не прогибается. Про фиксацию, что в какой последовательности крепится, я говорил выше. Предварительно собираю каркас кровати. Выставляю держатели ортопедического основания по внутреннему периметру царг. Делаю ограничитель, чтобы постоянно не размечать рулеткой. Просверливаю отверстие сверлом 10 мм. С внешней стороны устанавливаю усовую гайку М8, соответственно болт использую М8. Сильно стягиваю, чтобы усовая гайка хорошо врезалась в фанеру. Угловые опоры также служат для стягивания передней и боковых царг. Далее делаю основу бельевого ящика. Много внимания уделять не буду принципу фиксации, это было уже выше. Прикручиваю механизмы подъема и устанавливаю ортопедическое основание.
Обратите внимание, выставляю зазоры по бокам и спереди между ортопедическим основанием и царгами. Прижимаю струбцинами, но не со всей силы. Механизмы сначала прикручиваю саморезами, так сказать, зафиксировать. Затем просверливаю отверстия и фиксирую болтами. После того, как механизм закрепил, выкручиваю саморезы. Обязательно делаю центральную опору ортопедического основания. Вырезаю дно для бельевого ящика. Наждачкой убираю заусенцы. Важно зафиксировать усовые гайки 16-мм скобой или саморезами. Все зависит от ситуации. Скоба меньше выпирает, а саморезы сильнее выпирают. Соответственно, где нам не нужно сильного выпирания, фиксируем скобой. А где без разницы, лучше на саморезы. Фиксирую основание бельевого ящика на болты. Выкручиваю предварительные саморезы. Размечаю и просверливаю отверстия будущих утяжек. С внешней стороны царг прибиваю корсажную ленту, сверху ткань, чтобы уменьшить прогибание. Обклеиваю царги поролоном 20 мм. Поролон срезаю очень острым ножом или сменными лезвиями. Синтепон использую 200 плотности. Обклеиваю изголовье. Процесс предельно похож на обклейку царг. Сначала приклеиваю внутреннюю часть, потом периметр и снова внутреннюю часть изголовья. Дальше все покрываю синтепоном 200 плотности. Швея размечает ткань, приступает к пошиву изголовья и царг. Отшив чехол, начинаю обтяжку, продеваю утяжки. Сначала фиксирую углы и все линии швов, затем весь периметр изголовья, а после утяжки. Утяжки фиксирую предварительно на 2 скобы.
Прибиваю ножки и фиксирую утяжки вперехлёст основательно. Срезаю излишки утяжек, прибиваю корсажную ленту. Закрываю все заранее отшитым закрывным задником. Царги обтягиваю по тому же принципу, только сначала от центра вверх и низ, а после формирую края. Техническую закрывную ткань прибиваю внутренним швом через мебельный картон. Таким образом, вверху царг нет скоб, а скобы снизу царг, где ни тактильно, ни визуально их не видно и не ощущается. Когда все обтянуто, устанавливаю фурнитуру. Обтягиваю дно бельевого ящика спанбондом. Обязательно нужно прибить ручку для удобства укладывания и поднятия. Фиксирую ножки к каркасу бельевого ящика. Ножки использую 25 мм. Вот и все, кровать готова. Друзья, спасибо за просмотр. Не забывайте писать свои комментарии, ставить лайки, подписываться на канал. Всем пока!